Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, посмотрим, что же посоветует нам Таро на завтра. Что же, по мнению Таро, очень важно для вас завтра. Первое, что хочу сказать, завтра очень важно понимать, что все препятствия, которые стоят между вами и достижением или улучшением ситуации, они все у вас в голове. По тузу мечей все препятствия могут быть убраны, могут рассосаться. Вот даже так я это вижу, если вы поменяете свое отношение к ситуациям, вы называете это проблемами. По этой карте именно изменение внутреннего состояния, но кардинальное изменение внутреннего состояния может привести к действительно качественным улучшением. Ведь по тузу мечей, мечи – это интеллект, мечи – это анализ. И, соответственно, получается, что ситуации, которые происходят в вашей жизни, очень часто вы их рассматриваете с эмоциональной точки зрения. Вы под эмоциями делаете выводы. Вы спешите очень часто. И вот это действительно одна из причин. Причин может быть много, но вот по этой карте основная причина – это ваша излишняя эмоциональность. Излишняя, простите. Так убрав эмоциональность, успокоившись, знаете, вот как говорят, утро вечера мудренее, вот именно эта карта в данном раскладе и говорит об этом. Оставьте проблему до утра. Утром, когда вы даете себе отдохнуть и отвлечься от проблемы, вы по-другому на нее начинаете смотреть. И опять же, когда я говорю до утра, это не значит, что действительно переспать с проблемой. Но, хотя это тоже не исключено, но тут имеется в виду переключить свое внимание усилием воли на что-то другое. Для того, чтобы ваше подсознание смогло, опять же, образно говоря, переварить эту проблему. И когда вы вернетесь к проблеме, она уже не будет такой тяжелой, такой страшной, как вам казалось в первое мнение. И вы сможете действительно увидеть ситуацию по-другому и решить ее в вашу пользу. Посмотрим, что же еще вам посоветуют карты. Карты советуют, опять же, тут идет тройка монет, а тройка монет говорит о том, что не спешите с выводами, не спешите с решениями. Помните, что решение действительно надо принимать в спокойном состоянии ума. Ну, а также по этой карте то, что проекты, которые у вас будут завтра, лучше их делать не в одиночку, а лучше попросить кого-то о помощи, делать в паре или даже работать в команде. Тогда это будет более продуктивно и результат будет быстрее. Если же не хотите никого просить и не хотите никому ничего делегировать, ничего доверять, то будьте готовы, что те сроки, которые вы себе поставите, вы в них можете не уложиться. Ну и еще один совет на завтра. Но я вам хочу сказать, интересный будет завтра день. Все-таки вы стремитесь к большим переменам, вы стремитесь к большим достижениям, говорит эта карта. И, конечно же, если вы
будете следовать советам моим. Дело в том, что я всегда говорю, что по этике таролога самое главное не навредить. И все советы, которые я даю, по крайней мере, они не навредят, это точно, а вот помочь могут. И тут я тоже даю гарантию, если вы действительно будете действовать моим советом, ваша жизнь улучшится. И по этой карте идет улучшение, идут прорывы, идут достижения. И в пределах одного дня я хочу вам сказать, что, видимо, большинство из вас будут действовать по советам, и у вас вы почувствуете, первое, что вы почувствуете изменение вашего состояния, это улучшение, ну а за этим состоянием уже и пойдут ситуации.